Check 'em out. Check 'em out. Less of the y'all, less of the south. Too complex for the versatile. Мне кажется, что Фабиан полностью пересядет на саппорта, как Гога. Янгу останется такой полусаппорт, и 3 убивашки будут бегать. О, я уже все выпил, пока мы тут. Меня зовут Данил Габов, играю под ником Джойстик в команде Team Empire. Родился я в городе Ухта, сейчас живу в городе Москва. Учусь в институте РГУФК, или как его по-другому еще называют, ГЦОЛИВК. Учусь я в этом институте на кафедре киберспорта, уже заканчиваю на 4 курсе. Последний год. Осталось написать диплом. Начал я играть в Rainbow Six где-то 2-2,5 года назад. Поездили очень много по разным странам, повыигрывали турниров, мажоры всякие, РМЛы. В общем, эти 2 года прошли очень весело. Сейчас я переехал из Ухты в Москву, живу уже в Москве где-то 8 лет. И, наверное, надо бы рассказать про свой обычный день. Обычно я встаю где-то в 1-2 дня, потому что ночью очень долго мы заигрываемся, тренировки и так далее. И иду завтракать в 2 часа дня, что, как обычные люди, все же так делают, правильно? Потом я иду чистить зубы, в общем, обычная рутина. И сажусь днем обычно играть, это уже личные тренировки, чисто для себя. И ближе к вечеру уже начинается командная. Что я еще делаю обычно? Могу сходить куда-то в кино, с друзьями погулять. Я не знаю, обычно мы делаем все, как обычные люди, киберспортсмены ничем не отличаются. Так что тут в этом плане все в порядке. Я из-за тебя пропустил. Что происходит? У меня все лагает. Да в смысле? Я опять от тебя, просто посмотри назад. Где ты, где я? 1.46.29, 1.46.58. Я думаю, что мой день не особо отличается от дня обычного студента. И к тому же мы не просто играем за компами, а проводим время с пользой. Либо тренируемся, либо же уделяем время лишним тренировкам. То есть мы не тратим время впустую. Вечером мы либо тренируемся, либо играем какие-то официалки, тот же РМЛ, Пролига и так далее. В общем, играем официальные игры на разных турнирах. Я просто не знаю, что больше рассказывать. Так, давай. Мой день не состоит ни из чего. Да я не думаю, что у кого-то вообще день состоит интересно. Кто-то встал, пошел на работу, кто-то встал, пошел в институт, кто-то встал. Раньше, я думаю, когда у меня было больше свободного времени, я очень много занимался разными видами спорта, таких как сноуборд, танцы. В общем, много чего попробовал и
потом пришлось это все немножко приостановить, потому что мы начали больше времени уделять играм и вообще тренировкам, то есть хобби компьютерного спорта переросло, грубо говоря, в работу. Сейчас, грубо говоря, из всех моих увлечений остались только, не знаю, можно ли это вообще назвать увлечениями, прогулки это с друзьями и какие-то походы вместе с ними же в кино, либо зимой стараюсь выбираться каждый год вместе с родителями и сестрой, ну, в общем, с близкими людьми, покататься на сноуборде, на лыжах, это, я не знаю, для меня это реально кайф. Выбраться куда-то в горы и покататься на сноуборде. Это очищает голову, и вообще ты отвлекаешься от всего, и от таких городских условий, от рутины, и проводишь время очень много с близкими, это круто. Ну, я думаю, что пора рассказать про команду, про моих тиммейтов. Наверное, начну с Шепарда, потому что, мне кажется, я больше всего близок с ним в команде. Мы очень много с ним общаемся и вне игры, и, в общем, плотно с ним поддерживаем общение и связь. Для меня он является таким более закрытым человеком, но при этом у него есть лидерские качества, которые он иногда боится проявлять. Куда-то заходим в TeamSpeak или в Discord, все слышат его голос, просто вот этот басистый. Такие типа, чё? У этого дрыща такой голос, как это возможно? Очень, мне кажется, добрый. В своей компании он достаточно общительный. Не знаю, для меня он самый близкий по духу в команде. Данила пришел к нам самым последним игроком, заменил Шоквейва. Он такой заводила, ну, я не знаю, как это объяснить. Заводной такой, грубо говоря, пацанчик, еще молодой, горячий, перспективный, любит вообще активные какие-то действия. Ну, в общем, с ним приятно тоже проводить время и куда-то выбираться. С Жекой мы не можем никуда ходить, как и с Олегом, но он более... Ну, в общем, по жизни он капитан, он принимает какие-то важные, ответственные решения. Грубо говоря, груз, допустим, в игре всего раунда может лежать на нем, просто из-за того, что он скажет, куда нам идти, там, грубо говоря, на А или на Б. То есть это вот такие решения принимает Жека. Он очень мудрый, ответственный, но ленивый, вот. Про Скутера, он такой брутальный, супер закрытый человек, даже в своей компании, но я думаю, что он все равно приятный как человек в общении, очень много знает, очень много общих интересов, и... но ему, мне кажется, сложно адаптироваться как-то в других компаниях. Да, Скутер тоже так ходит, он брутальный так ходит. Когда мы ехали в Empire, ну, уже подписывать контракты, Скутер говорил, я еще не знаю, буду ли я подписывать или нет. И я поэтому ради него ходил, у тебя узнавал вопросы, мы там составили пункты. И я такой смотрю налево, и Шок там уже просто свои каракули херачит на контракте. Я такой... Про Олега, это, мне кажется, это можно его назвать спокойно вторым отцом, потому что он влияет очень сильно на нашу команду, также добавляет мотивации, может как добавить ее, так и убавить какими-то резкими словами. Что, нож еще? Ну и можно его позиционировать как просто взгляд со стороны. Он может разрешить какой-то спор и так далее. В общем, вот так вот. И Олег, наш менеджер, это, грубо говоря, не знаю, как его назвать, как друг семьи. С ним есть всегда о чем поговорить. Можно спокойно с ним разрешить какую-то проблему, решить задачу, даже не связанную с игрой. Очень ответственный человек, никогда не опаздывает. В общем, друг, иначе не сказать, как по-другому. В игровом качестве я себя могу назвать... Раньше я был опенфрагером, очень много бегал, убивал. После прихода Данилы, возможно, это и незаметно, и мы вообще так не планировали, но моя роль сменилась больше на семи-саппорта. Я играю на таких оперативниках, как Шакал, Намат. Ну, в общем, не являюсь, так сказать, первой линией, и этим теперь занимается Данила. Я теперь семи-саппорт. Также поддерживаю хороший АИМ, но в последнее время что-то стала проседать игра. Надо фиксить это. Вот. Про киберспорт могу сказать одно, и вообще про всю эту сферу. Все началось с того, что я посмотрел вообще первый International по доте, и тогда я не особо играл в какие-то киберспортивные игры, помимо Counter-Strike.
Source, вот, в него я очень много играл. И потом после этого я начал играть в доту. И тогда лет с 13 я уже мечтал о том и вообще задумался о том, что я буду киберспортивным, в общем, игроком в киберспорт. Вот. Буду играть, и это была моя мечта. Я пытался донести это родителям. И тогда еще были проблемы, потому что у меня ухудшалась учеба вместе с тем, из-за того, что я играл много в комп. И у меня были такие правила с родителями, что я могу играть сколько угодно, если это не будет влиять на учебу. То есть, если я скатывался по учебе, то мне ставили какие-то пароли, какие-то ограничения, там не больше 2 часов в день играть. Вот такие отношения у меня были с родителями. Но я тоже, с одной стороны, их понимаю, потому что для родителей это была какая-то пропасть, неизвестность, потому что сын хочет играть в компьютер и зарабатывать этим деньги. Но непонятно как, потому что они ничего про это не знали. Я пытался их как-то посвящать, что есть какие-то турниры, есть заработки и так далее. Но мне кажется, они в то время не верили. Они думали, что я просто играю, лишь бы играть там с друзьями и так далее. Раз, два, три. Короче, рассказываю. Это моя комната вся. Вот. Тут, короче, лежат плюшки с РМЛ, я их еще никуда не убрал. Это закупочки на РМЛ. Сюда снимай, сюда, вот сюда. Да, вот, закупочки. Ну, тут, короче, мелочь. Тут кубок, я даже не помню. Это легендарная вещь, это кубок по CSGO. Мы, короче, ездили на турнир 2 на 2, я выиграл здесь свои 5000 рублей первые. Вообще, с турниров. Так, что тут еще потихоньку. Ну, тут, короче, это микрофончик, мышка, коврик. Ну, короче, мои девайсы все. 2 моника для стримов. Ну и, конечно же, я стримить не буду никогда, понимаете? Вот. А теперь разворот. Вот тут шкаф. Тут вещи. Ну, все как у обычных людей. Тут всякие игры, мышки, клавы. Ну так, по чуть-чуть. Тут вещи, это неинтересно. Ну, это кровать, это Нью-Йорк. А вот это, ну, тут, короче, не обращайте внимания, это, ну, тут кальянная, так сказать, вечеринка. Есть кальян дома, я иногда курю. Бывает. Все мы не без греха, понимаете? Вот. Все. И что, и все. Расскажи про мышки. Что? Где покупал? Мне сказали рассказать, я не хотел, честно. Великие мышки Final Mouse, видите? Это одна, это вторая, вот называется она даже Air Ninja 58. Сделана вместе с великим стримером на миксере уже, правильно? На Твиче. И вот третья малышка. Жека мне ее отдал на РМЛ, ее нельзя заказать в России вообще, и другие мышки тоже. Заказываются не только с Америки. Вот. Интересная история была. Они обычно выпускаются ночью, так как это Америка и другой часовой пояс. И мы, наверное, с Жекой сидели до 6, может быть, 7 утра и пытались заказать эти мышки с сайта. И там еще проблема в том, что все хотят заказать эти мышки, и когда только релизуется мышка, сайт сразу падает моментально. И надо ждать, я не знаю, часа 4-5, чтобы он вообще встал, чтобы что-то заказать. Поэтому вот. Горжусь своей коллекцией мышек, конечно. Да, не могу, просто в шоке. Куда мне автомат еще стреляет? Какой же он баганый, это шок. Я не перезаряжаюсь. У меня не перезаряжается автомат. Это шок-контент, какой же здесь кривой автомат. Это просто шок. Говнище редкостное, просто говно. Нет, это говно, Кирилл. Сразу скажи, тебе заплатили за это? Что происходит? Что происходит? Так у меня он тоже не стреляет. Я в шоке. А я умер, кстати. Я играл в разные игры, очень много уделил времени CSGO, и вот с того момента родители вообще примерно начали понимать, чем я занимаюсь, потому что тогда мы ездили на московские ланы, приносили хотя бы какие-то деньги, там выигрывали, ну, там 20, максимум 30 тысяч на команду. Я съездил тогда на первый лан в другой город, это был Калининград. Мы заняли там, к сожалению, 4 место, но хоть какой-то-никакой опыт, да, был. Я съездил один вместе со своей командой, родители очень сильно беспокоились, но поняли вообще, что такое киберспорт и как он развивается, и куда я вообще хочу двигаться. Ну и, соответственно, совсем они поверили, когда я перешел в супер новую дисциплину, я про все их оповещал, так сказать, рассказывал им, они очень сильно интересовались.
И когда я поступил... еще с институтом была связана история. Мои родители, соответственно, хотели продвинуть куда-то, где они шарят, грубо говоря, и хотели, чтобы я поступил в другой институт. Но когда я узнал про кафедру киберспорта в 10 классе, у меня загорелись глаза, я начал готовиться к биологии, там нужна была биология, ЕГЭ. Вот. И я, в общем, уделял много времени этому и подготовился, поступил на бюджет и учусь теперь на кафедре киберспорта. Тогда меня пригласили от института переформировать состав наш по CSGO и попробовать сыграть на турнире в Rainbow Six. Это был первый турнир, назывался он «Киберспортивная весна РГУФК». Он был проведен вместе с нашим институтом. И у нас туда был слот, мы были 4-й командой, у нас тогда было по 100 часов. Мы не знали вообще, как играть. Ну, соответственно, мы ехали сразу с мыслью о том, что мы займем 4-е место, но думали, что, возможно, 3-е, потому что у нас все-таки был опыт там в стрельбе, в CSGO и так далее, но нет, без шансов, мы заняли 4-е. И с того момента я понял, что это реально прикольная игра, а в CSGO все меньше и меньше перспектив, потому что очень большая конкуренция про игроков, очень много молодых ребят, и чтобы тебя заметили и ты играл в какой-то команде, нужно очень много тренироваться, это во-первых, а во-вторых, я думаю, что это 50% удачи, потому что тебе должны заметить ребята, ты должен с ними сыграться, совпасть с характерами, тебя должны забрать в организацию, это все очень и очень сложно, поэтому для меня я тогда принял точное решение, что я уйду в Радугу, потому что очень мало было команд в СНГ вообще, и влиться туда было гораздо легче, чем в ту же CSGO. Первый успех в Радуге — это я уже был в Room Factory, и когда мы вышли на чемпионат мира. И тогда для меня это было что-то нечто, это было вау, потому что когда ты видишь призовой фонд в $500 000 и такой прогресс, я играл буквально в игру полгода, и уже вышли на чемпионат мира, я понял, что если стараться... У нас тогда не было ни зарплат, ничего, играли на энтузиазме. Если реально стараться и потеть, то можно выйти на такой уровень, что ты будешь сидеть на зарплате, зарабатывать этим деньги и к тому же хорошо выступать. Потому что тогда приходили в игру организации такие, как Liquid, G2 еще не было, Penta. Ну, в общем, были организации, которые я знал еще из CSGO, и я примерно понимал, что это за уровень организаций. То есть мотивации было выше крыши, и все к этому стремились. Когда мы выиграли мейджор на весь состав... сначала, конечно же, это была радость. Мы очень много это обсуждали между друг другом, то, что мы, грубо говоря, топ-1, но впереди чемпионат мира, и на весь состав абсолютно повлияло то, что надо удержать это первенство. Поэтому мы вторую половину пролиги отыграли очень плохо, я считаю, что это была провальная половина абсолютно. Мы сыграли против двух самых слабых команд в ничью. Повлияло то, что мы боялись проиграть слабым командам. То есть выиграли у самой сильной в финале, и надо было доказать всем, что мы топ-1. И это давило. Раньше, если нам было без разницы, какой оппонент, против кого мы играем, вообще абсолютно все равно, то сейчас чувствовалось давление, что мы боимся проигрыша. Пока что прошел РМЛ, мы заняли первое место, потихоньку восстанавливаем свою форму, были занятия с психологом. В целом на команду я считаю, что это влияет положительно, и мы потихоньку восстанавливаемся уже, потому что был такой период прям жесткого спада. Сейчас мы чувствуем себя гораздо лучше, пока что работаем в прежнем режиме, то есть это 1 тренировка в день, ничего такого, но перед Invitational самим будет 2-2,5 недели буткемп. И там, я думаю, мы продуктивно поработаем. Все-таки добавляют новых оперативников, как-то мета меняется, надо к этому готовиться, поэтому думаю, все будет круто, потому что буткемп 2,5 недели реально влияет на команду в плане того, что никто ни на что не отвлекается, ни на институт, ни на личные какие-то дела, все увлечены именно игровым процессом. Если честно, то я не понимаю людей, которые говорят, типа, Invitational — это все высшая планка, выиграл, можно, грубо говоря, завершать карьеру. Все-таки для меня ты играешь именно в кайф. То есть ты играешь по кайфу, и тебе не важно,
какой турнир ты выиграл. Для меня, грубо говоря, RML и Мажор и Invitational, все это турниры, ради которых ты играешь ради победы. Не ради того, что «О, я выиграл Invitational, о, я выиграл Мажор», а ради соперничества. Ты играешь именно против команд, чтобы побеждать. И доказывать то, что ты остался лучшим. То есть... я не знаю даже, что еще тут добавить. Это моя коллекция фигурок. Она не особо большая, я хочу собрать все. У меня, к сожалению, нет фигурок из первой коллекции. Это Монтаж, Эш, Смоук. Так что, если кто-то хочет там обменяться, ну, пишите, звоните там в личку. Ну, понимаете, да? Вот. Есть повторки. У меня 2 Ягера, 2 Вальки, золотая Валька. Вот. Ну и на РМЛ я купил 5 фигурок, чтобы без повторки. Точнее, 4. Вот это повторка, она у меня уже была. Вот. Короче, хочу собрать всю коллекцию. И делаю все, чтобы это сделать. Да.